Намасте, дорогие друзья! С вами снова я, доктор Колян. Сегодня май, такой месяц 2 числа, когда новый энтузиазм, новой жизни начинается, я бы сказал, после зима, после всяких, которое время, до марта месяц было, да, и апреля прошло. Естественно, сейчас такая погода, сегодня тоже немножко погода полусолнечная, скажем. Зато нам каждый день как прекрасно проводить, как правильно жить жизнь важнее всем. Добрый вечер, Ирина. Рад, что вы пришли на линии, прямо в эфире. Значит, жить каждый человеку важно. Одну секунду, подождите. Значит, жить каждому хочется. Чем больше, тем лучше. Это называется пранесна. Прана. Жизни. Жизни. Человек хочет жить. Это прана. Энергии прана до конца жизни, даже ход, дыхание есть немного. И мы надеемся, наши родственники, знакомые будут дальше жить. Или, благодарю, или только кто человек болеет или, скажем, состояние определенное, хочет жить дальше. Поэтому, как говорится, надежда умирает последней, да? Это очень правильно, моей точки зрения, поговорка. И надежда умирается последней, зато той жизни, которую Бог сейчас нам дал, или Вышний, который нас сейчас прямо дал, и этой жизни как правильно жить, как потратить заработанные, имеющие свои возможности. Это огромные возможности. Как в бизнесе 1 рубль можно положить, куда-то инвестировать, допустим, да, какую-то сумму, и умножить до миллиарда, или непредсказуемая сумма. Также наша жизнь, наша энергия, наш день. Вот день. День, который мы получили. Это просто подарок получили. Нам родители дали все эти физическое тело, ум, ментал, астрал, все. Зато это аппарат, это объект, при каком программе должен работать, который максимальную пользу вам приносит. И вы будете счастливы. Вы скажете его спасибо, как мне хорошо быть на земле. Быть на земле. Я самые важные вещи хочу подчеркнуть с вами или поделиться. Что скажите, сейчас такой период, где нас каждому, даже маленькому ребенку может быть это вопрос,
и самый старший в возрасте человек, и средний возраст, любой возраст, чтобы дать отчет себе. Дать отчет себя, когда мы находимся на самоизоляции. Это хорошо или плохо? Какие положительные, какие отрицательные моменты есть? Время течет наружу, вне нашего дома, вне нашей квартиры, и внутренне в доме, и внутренне нас даже, в теле. Об этом тоже поговорим. И, естественно, в этом есть как порядок дня, как потратить свое время, как реализовать свое время. Это менеджмент, тайм-менеджмент, управление временем. Мы должны быть хозяин времени, а не раб времени. Как говорится, то, кто просто как самотек, время пришел, ушел и ничего не отвечал за это, не сознает, он тратит или она тратит на пустяк. А то, кто вовремя захватывает возможности свое. А какие возможности? Как эти возможности максимально пользоваться? Это есть видение, видящим быть. Сегодня поговорим об этом самом деле. Это очень важно. Это очень важно. Как появилось время, сначала об этом надо говорить. Потом мы поймем это время, как это воспользовать, да? И для чего воспользовать, какой результат может быть. Вот такой основной вопрос. У вас, если какой-то вопрос есть в душе, обязательно напишите на экране. Я увижу. И если будет возможности, я стараюсь отвечать. Заранее можете писать. Значит, я бы сказал, первый вопрос. Не первый, это вопрос просто для нашего понимания, да? В мире что истинное есть? Это земля, да? Понимать, истинное, самое истинное в мире, это земля. Где мы сидим? Или Вселенная, естественно. И в Вселенной есть Солнечная система, в этом Солнечной системе есть Земля. Земля, один планет. Где находимся мы все? Мы все. Мы без друг друга не можем жить. Сейчас это вещи подтверждали. Мы без друг друга не можем жить. Когда мы не увидим лицо человека, даже незнакомый человек, нам и скучно остается. Люди почему на улице выходят? Да? Такое время, поэтому это самоотчет. В каком положении, в каком времени мы находимся, а что такое время на самом деле? Вопрос отсюда начинается. Да? Значит, об этом поговорим и как управлять это. Значит, смотрите. И самая великая истина, я сказал, Земля, где мы находимся. Вторая истина заключается в время. Под временем мы всегда живем. Без времени ничего нет. Ни один человек вне времени, вне пространства и вне действия не смог жить на этом деле. Не появился такой великий мужчина, да, или человек, или женщина, который ответит, да, я без времени, без пространства пришел и ушел из этого земля. Поэтому это самая истинная правда, то, что мы всегда должны знать, которую мы во все внимания не даем. Что такое самая большая истина в мире? Это самая большая истина есть Земля, потом есть Солнце, время, Солнце, Луна. Вот такие вещи, самые истинные вещи. Самые истинные. Почему? Потому что они длительные будут. Долго-долго, миллиард лет существует.
Это в йоге написано. Философия йога объясняет. Теперь, значит, земля это где нога наша стоит, наше тело стоит. Одно землетрясение могут нам, какой паник, мы можем быть в шоке, это вы сами знаете, в 2015 год в Непале были многократные землетрясения, сильнейшие, и других стран тоже, в Италии были, да, после этого, сколько я помню, и наш благотворительный фонд тоже участвовал, мои ученики участвовали, я участвовал через благотворительный фонд, мы что смогли помочь, разные бригады отправили, временный дом построили, и мы сами нуждающие людьми старались вручить этот дом, и они жили, я сам тоже был, когда прилетел потом в Непал, и где они живут, когда получили этот дом, я посмотрел, очень приятно было, что мы смогли из России помочь через благотворительный фонд доктор Камдев Жа, Аюрведа, Непал, такой Аюрведа фонд есть у нас, где мы различные программы ведем для бедных или нуждающих людей, скажем, да. То смотрите, какое время, такое время было точечное, где страна Непал пострадал, и мы из России смогли что-то собирать, что-то делать, скажем. Теперь опять придем на главную теме. Значит, помощь друг друга всегда нужна. Это очень важный аспект в жизни считается. Теперь земля, где мы сидим, эта земля называется, на чем нам держится, потому что есть ритм, жизненный ритм, жизненный ритм, жизненный ритм. Это есть время. А время как создалось, об этом расскажу. Кал-чакра. Колесо времени. Колесо времени называется кал-чакра. Значит, вот нас глаза моргнулся. Буквально. Вы каждый человек можете моргнуть свои глаза. Вот. Моргнули глаза. Это одно раз моргнули, это уже единица времени. Потом идет, это немес называется, потом пол называется, чуть больше, потом секунд, потом минут, потом 60 секунд, 1 минут, 60 минут это 1 час и 12 часов, полдня и еще 12 часов сутки, да? Таким образом, это часы, откуда появилось? Это кал-чакра, от кал-чакра появилось. И миллиард лет там существует. Были, откуда начали, и никто не знает, где закончится. Никто не знает. Живой человек, я имею в виду. Только через сознание, через получая знания йогические, об этом может знать. Какой великий, мощнейший инструмент или энергии это время. Такое истинное время миллиард лет. Разве мы когда-нибудь видели свою прадедушку? Откуда мы родились? Нет. Они тоже 60 лет, 70 лет, 80 лет, 90 лет, 100 лет, 105 лет, 120 лет максимум прожили и ушли. Они нам не видят, мы их не видим, зато время продолжается. Земля есть. Солнце своей рутиновой работой занимается. Солнце тоже на феноменом со времени координируется. Луна координируется со временем. То вот это есть время. Время. Это все в астрологию объясняет. Это слово «дин» вот 24 часа. Называется гора. Гора – это дин на санскрите. Гора – это дин. То вот это дин, мы говорим, что сегодня плохой день. Даже артист,
который ничего не хочет, им тоже день влияет. Им тоже удача влияет. Им тоже настроение влияет. Нет человека, который не влияет им это. Поэтому вот гора это время. Управление, король времени надо быть нам. Король времени, или правильно пользоваться, скажем, да, если скромно сказать. Об этом сегодня говорим порядок дня. Порядок дня. Тот, кто может свой день, он может порядочить следующий день, и другие следующие. Таким образом, порядок дней приносит очень большое здоровье в первую очередь. То есть, то всем важнее. То, кто сознает, не сознает, все-таки важнее, когда какой-то болезни, такой серьезный, начинается давить, тогда понимает, где я грешил, где я ошибся, как мне быть. А к финансовом вопросе в то же время важно, семейных отношениях важно, всех отношениях, деловых, семейных, по здоровью, по всем секторам время очень большую роль играет. Естественно, наше действие. Поэтому говорю, порядок дня. Какой часы, какое время, как действовать, чтобы мы смогли пользу максимально получить. Значит, теперь у вас, если понятие 24 уже есть, то 3 до 6 утра, 3 до 6 утра, или вернее 5 часов, определенную минуту, или 6 часов даже в среднем считается, 3 до 6 утра, это бата доша. Там самые свежие энергии находятся. Самые свежие энергии. Вата душа. Энергия прана находится. Прана. Энергия прана находится. Почему? Потому что, если вы знаете, экосистема как работает. Весь день наша экосистема загружена на службе нас. Нам служит вода, газ, мотоцикл, машина, все на пространстве ходит, да? Или все пяти элементы: эфир, воздух, огонь, вода, да, земля. Все нам обслуживает. Понятно, есть вещи, которые ночью тоже обслуживают, но это более бурно. А ночью жизнь начинается отдыхать. Миллиард людей спит, смотря в каком континенте находится. И наша экосистема в то время себя обновляет. Для завтра, чтобы он обеспечить. Когда проснут люди, опять обеспечит энергию. Вода очищается. В воде есть декантативный процесс. Когда в течение дня море или водоем, или все эти вещи мы загрязняли, и наша канализация идет, все идет, да, то декантативный процесс, все пыль, осадки, все внизу остынется. А вода чистая, вверх. Таким образом, один вид очищения идет, там разные виды очищения есть, конечно. Также загрязнение воздуха. Пыль, который поднялся несколько метров вверх, машина не едет, это не едет, или мало едет, ночью воздух начинается чистить. Вот откуда энергия прана. Эфир – это пространство. Люди спят, и эфир чистится. Как сейчас на улице меньше людей, посмотрите, улица чище, меньше загрязнения. Я вчера смотрел информацию, и самое главное, в Индии, которая река Ганг, считалась грязная вода, да, так, по объективным параметрам, наружными глазами, которые увидишь, река Ганга стала чистой. В течение этих трехнедельной примерно, который локдаун, на английском называется самоизоляция, которая в Индии идет, или карантин идет, неважно, люди не выходят из дома, вода стала чистой, без траты деньги. Это самая удивительная вещь. Как высшая сила сохраняет природу.
Мы, когда действуем, мы не собираемся хорошие дела делать. Вот бремя, которое нам дали. Думать, осознавать, почему я такое бремя, какие плюсы есть, которые я сказал. Вот плюс. И много такие пейзажи, которые есть. Издалека начали видно чистые, потому что загрязнения воздуха нету. Машина не едет практически на улице. В Индии и в России тоже где-то есть. И в каждом городе так появилось. Представьте, то беспорядочность, загрязнение, мусор, курить бросить, это бросить, на природе пойти пластик бросить. Все уменьшилось на эти во время карантина или самоизоляции, смотря в какой стране, где находимся. Минимизировался, и все чистые стали наружные пространства. Когда-то надо было чистить. Поэтому высшая сила говорит, яда и дхармашва, галани вавар бхарате, ахуттванам дхармашва, тада намам срижапам. Яда и дхармашва, галани яда и дхармашва, галани вавар бхарате и так далее. О чем это идет речь? Когда нарушение идет, большое нарушение, сам высшая сила спускается на землю и очищает все пространство. Очищает все пространство. И все это время очищается. Очищающее время. Очищается наружу, очистить надо себя еще. Внутренне. Поэтому это время самоотчет. Как отчет дадите для себя, что происходит снаружи, что происходит у вас внутренне. Почему время такое, когда ваша энергия крутится дома и в теле, и вы не можете ее реализовать. И как управить этой энергией, и какое время, какой часы. Вот такое время, когда у нас очищение идет. Когда очищение идет, то агрессивный гормон работает. Понимаете? Раздражение, зло, обида. Все выходит. Все выходит. И много сейчас статистика объясняет, что люди в депрессии находятся дома, на стрессе находятся. Много людей увеличилось количество разводов, готов к разводе, расставания. И даже психологу нуждаются помощь. И много чего такого есть сейчас, то, что происходит в доме, в семью. Да? Смотря где как живут люди. И как очистить, как быть. При такой, с одной стороны, тяжелой, потому что неожиданной. Зато вы заметили, каждые 100 лет такой пандемия на 400 лет, да, 1820, 1920 и 1720. 1720, 1820, 1920 и 2020, да, 2020 год. 4 раза, которые пандемия появилась каждые 100 лет, как раз вот это 20 числа. Запоминайте. Для чего? Если вы можете прямо сейчас написать, чем магический цифра, это 20, было бы интересно. Да? Именно 100 лет, именно 20, 1720, 1820, 1920 и 2020 год. Я жду ваш ответ, будет мне интересно слушать ваше мнение, так кто участвует в данный момент. Значит, вот пандемия, которая по 100 лет приходит, что делает? Очищает, дает нас знать, какие ошибки человеческие есть и как нам надо дальше быть. Кризис дает толчок, это моральный, душевный,
физический, экономический, семейный, общественный, в стране и в мире кризис дает. Это кризис в смысле испытания, чтобы еще раз думать, как мы живем и куда надо исправить себя. Но я думаю, на это 400 лет все-таки мы не сумели, человечество, исправить себя. Нам наверняка нужно еще сильнейшее испытание, наверное. Мы часто обходимся своей ответственности. Ответственности – это очень великая вещь. Это очень великая вещь. От ответственности уходим. Теперь нам думать, как это порядок дня мы делаем, да? С 3 до 6 утра, которое очищенное время есть, мы рано должны проснуться. Зуб чистить все знают. Все отхождения должно быть, все знают. Туалет и так далее. Потом зуб чистили. А с чем надо зуб чистить? Естественно, натуральная зубная паста или есть такой дерево ним или бабуль, ну разные продаются, доступно. Все этими надо зуб чистить. Еще натуральный получается. Мой отец, мой гуру, мой учитель все время зуб чистил. Жил в городе, столица Непала, это Катманду. Но он сам ходил в лес и купил, простите, из леса забирал ним. Сейчас вы все знаете, что такое ним. И резал, положил на вода, и каждый день по одному зуб чистил. Вот такой размер. И зуб чистил. У него до конца своей жизни зубы были сильнее и чистые, блестел. Вот такой хороший зуб у него был до конца своей жизни. То представьте, это показатель. Человек родился, всю жизнь жил и ушел из жизни. Значит, это работает. Поэтому вы тоже, если понятно, это дерево, это кусочек дерева, можно не получить здесь, или доступно, ним, или бабуль, или другие, месвак, такие разные. Есть иногда наличие бывает у нас даже, и другие места. Если нет ничего не страшного, это дорого может выйти на нашем городской жизни. Да? Зато возьмите разные зубные аюрведические пасты, зависит от вашей необходимости. Да? Есть красная зубная паста, есть месвак, есть ним, имеющая тоже зубная паста есть, и другие есть. Взяли и натуральная зубная паста пользуйте. Чем мы дружимся с природой, и наша природа меняем, позитивные стороны, то, естественно, жизни будет больше. Потом, после зуб чистка сразу язык чистите. Металлический такой бывает язык чистка, и вы можете язык чистить, я сейчас покажу. Это все металлический потом появилось. На самом деле, вот, два, видите, языка чистки, были физиологично сделаны. На языковой поверхности, после зуб чистили, сразу язык чистить надо. Ну, разный вариант, металлический, стального цвета и медного цвета есть, конечно. В самом деле, который я сказал, такой кусочек
ним его режут пополам. Сначала зуб чистит одну край, жевает, зуб чистит, а потом так пополам делает и эдик чистит. То была самая натуральная форма. Понятно, то форма недоступна, и люди в Индию, или кто понимает, йогические практика по-настоящему занимает, так очищают. А почему нужно очистить? Сейчас расскажу. Даже много людей не думают об этом. Некоторые пользуют серебряную ложечку. Или это. В самом деле, серебряную ложечку нехорошо чистить, потому у них край немножко туповато, скажем. Вот. Эдик чистит, потому что эдик или ротовый полость считается самое грязное место, чем даже половой орган. Один сексопатолог так и сказал. А в самом деле, как врач, я тоже понимаю. Почему? Потому что в языке, который налет есть, налет, там белковая среда есть, где быстро растет бактерия. Там быстро растет бактерия. И поэтому грязная. Среда есть. Постоянно мы кушаем что-то. Каждые 2-3 часа или через час что-то в роте положим. И бактерия, триллион бактерий, вирус начинается увеличиваться. Поэтому надо хоть один раз в день, 2-3 раза не стоит, потому что чувствительность языка увеличится. Зато один раз в день утром делайте. Это очень полезно будет. Все это дыхательный путь. Это, видите, рот, это ворота, дыхательный путь. И могут в дыхательном пути попасть, да? Легкие и так далее. Все везде попасть. В эсофагус, пищеварительная система, загрязнения могут бактерии попасть. Все это чистится. Поэтому в обязательном порядке это делайте. Потом что будете делать? Небо. Вот я обещал вам это очищение показывать. Вот ни другой палец, ни в коем случае не ошибайтесь. Небо. Это небо чистится большой палец, потому что сам канал, видите, эфир, воздух, огонь, вода и земля. А как раз небо, которое это эфир, пространство эфир. Здесь слизистая оболочка есть. И быстрая энергия, вы, если вы чувствуете после мою передачу, вы попробуйте даже. Очень чувствительное место. Там слегка, вот, очень-очень, только прикосновение. Слегка прикосновение, вот так. 2, 3, 4 раза всего вращения делайте. Кто-нибудь так делает? Никто. Ну, надо делать. Это активизируется мозг еще. Небо надо чистить. Вот такое очищение требуется утром. После этого полоскайте, конечно, рот. Потом речь идет следующее очищение. Следующее очищение заключается в промывании носа. Промывание носа. Вы берете 1 стакан вода, горячая вода, соль положите 1/4 чайной ложечку примерно, маленький стакан, который у вас есть обычный, небольшой стакан, конечно, и соответствующий, если большой, то соответствующей пропорции требуется соль. Когда перемешиваете, какой плюс будет, если соль перемешивать, а если не перемешиваете, какой минус будет, тоже надо знать. Соль вытягивает все слизь, соль дезинфицирует. Поэтому солевый раствор – это физиологический раствор. Третья пользу, когда через нос пойдет, это физиологический раствор, поэтому раздражения нос не будет.
Поэтому 1 стакан вода, 1/4 чайной ложечку, допустим, перемешивайте, остынет, вся комнатная температура через полчаса, час будет. Потом специальный чайник йогический, который можете смотреть в нашем ютубе, как промывать нос. И соответствующе вы моете с правой стороны 1 раз, и с левой стороны будет выходить вода. С левой стороны будете наливать, с правой стороны будет выходить вода. Потом опять с правой стороны, потом опять с левой стороны. Вот и достаточно будет. Чередуйте 2 раза. Чистится нос, потом нос будет так делать. Чистить. Все вода лишняя уйдет. Все 4 пазухи чистые будет у вас. 2 назальные пазухи, 2 фронтальные, в голове, которые есть пазухи, чистится. А почему надо чистить? Да, кажется, почему каждый день надо делать. Когда мы делаем, энергия прана увеличивается. Энергия прана увеличивается. Энергия прана увеличивается. Энергия прана увеличивается. Поэтому все чистый нос, воздушный поток увеличивается. Воздушный поток увеличивается. И ваш мозг начинается получить новый воздух. А голова 60% кислород пользует. 60%, чем-то мы дышим. 40% хоть какой-нибудь большой рост имеет человек. Все тело всего лишь 40% кислород пользует. А 60% голова пользует. А если у вас застой есть, заложенность нос есть, представьте, моментально сокращайте поток воздуха, энергии прана, и ваша жизнь начинается уменьшаться. И кровоток плохо будет, оксигенация крови меньше будет, и самочувствие будете ухудшаться будут. Понимаете, да? Настроение падает, потому что мозг не активизированный. И в том числе другой часть тела даже. Поэтому один из способов, как поднимать настроение, как делать счастливый день, как пользу принести. Видите, вы 5-10 минут потратили или 15 минут тратили, допустим, да, понятно, там я смотрел, вода перемешивали, то еще помыли, 15-20 минут потратили, это такой огромный пользу. Внутренний свой аптек открыли. Вы помогли своей жизни жить и продлить своей жизни. Это путка омоложения, путка долголетия. Рашайна в аюрведе написано. Рашайн это отрасли омоложения и долголетия. Вы сам себя делаете эту вещь. Поэтому вот такое очищение требуется. Капитальный, ежедневный по возможности. Ежедневный, когда-то забыли, когда-то случайно, куда-то поехали, подруга что-то, это другой вопрос. Опять пришли на обычный рутин. Такой есть. Вот промывание нос делали. После этого промывание глаз надо делать. Промывание глаз как делается? Берете чистый посуд, ну, желательно ни трещины, ничего, стеклянный посуд. Обязательно проверяйте. Это очень важно, потому что это глаза. А почему прозрачный? Потому что сколько чисто есть, вы только видите, когда прозрачный посуд получается. Прозрачный посуд, вы положите вода почти больше 2/3 часть. Ну, посуд будете такой, что глаза, лицо попало туда, да? Сидя внизу или на столе, как вы можете, от вас физические данные зависит, сколько-то есть люди, которые на полу могут сидеть, есть человек, который не может на полу сидеть, от этого зависит. Тут посуд такой возьмете, тщательно помойте, полоскайте, чтобы не было глаза, никакой инфекции не заразили, глаза очень чувствительные, и очень важный час, много инфекций попадает в глаз. Зато на моем практике взял прозрачный, ее полоскал,
И горячая вода еще нормально помыли с какой-то мыло или какой-то порошком чистый, делали, тщательно помыли. Там потом вода положите из питьевой воды, да, скажем так. Хотя бы я в своей практике, когда вообще вода не была такой питьевой, но бутилированной, я все время делал из крана вода. И все прекрасно всегда было. И у кого хлором проблема, реакция хлор дает гладь, то у них красный остается чуть-чуть. Это я видел некоторые ученикам сегодня. Да, исключительный вариант. А так обычно все нормально проходит. То вот берете и заходите. Комнатная вода, это абсолютно не нужно горячее, ничего не надо, не передумать, никакой соли, ничего. Бактериал не надо положить. И спокойно, открытыми глазами заходите. Доли секунд дыхание остановить. Доли секунд будете, чувствуете, уже дышать не можете. Плавно будете обратно. И моргать будете глаза. Раз, два и три. 3-4 раза максимум получится. 3-4 раза максимум получится. И отдыхайте. Держите чистый полотенец. Вытерите глаза. Отдохнули. Опять заходите. Такой всего 3-кратно заходить и выходить. И достаточно будет. Когда вы первый раз будете делать, первый прием, или второй прием, третий прием, 1-2 дня вам будут моргаться глаза в воде. Когда вот вы так заходите, глаза начинают закрывать рефлекторно, потому что там вода есть. Зато вы себя импульс передаете, не боитесь и сознаете тот момент, и глаза открыто держите. Через первого раза может быть планет тот же день, может другой раз. Через 2-3 дня, кому как, это зависит наша защитная реакция, которая есть в мозге, будут нормализоваться. Вот промывание глаз вы делали. Промывание глаз делали. Представите, проснули, да? Мы между 3 до 6. Даже 5 проснули, тоже хорошо. 6 проснули, тоже хорошо. Если 4 проснули, тоже хорошо. 3 проснули, тоже хорошо. Все это Брахма может. И ставите, сколько у вас задача поставлена с утра. Вы хотите ли заниматься эти вещи? Я дальше расскажу, конечно. Порядок дня. Как пользоваться свое время. Самоуход, свой уход, себя уважать. Это самый важный момент. Поэтому вот после промывания глаз, теперь что можете делать? Вытерите глаз, естественно. Потом вы моете, если самомассаж делаете, это еще хорошо. Возьмете, зависит от вас от типа конституции, есть бата, питта, кафа, 3 доз. Об этом будем отдельно поговорить в другой раз. Если вам эта тема интересна, какой тип ваша конституция и как определить, какое масло вам нужно, да, и при каких патологических состояниях, почему так я подбираю масло или выбираю масло, когда я аюрведический абхянга делаю или посоветую, да, об этом, если вам эта тема интересна, напишите на экран, что мы пришли с этой темой на будущее, какой-то день. Значит, вы даже как пока в универсальном варианте возьмите кунжутное масло. Почему? Потому что более универсально пойдет. При любой патологии примерно не ошибетесь, скажем так. Да? Возьмете и подогревайте на свечи или в огонь дома, который есть, на посуд такой металлический. И когда согреется полностью, потом остынется, тогда вы трогаете масло и делаете самомассаж. Самомассаж – это великое дело.
Самомассаж великие дела, потому что вы сам себе хозяин, сам себе делаете массаж, вам никуда не надо уходить, вы можете это постепенно делать. Значит, вот самомассаж, все тело, растирание делайте, каждый кончик палец, грудь, живот, бедро, стопа полностью, стопа делайте. Вот такой ровing эффект называется, да? Палец полностью массаж делайте. Голова, масло положите. Полностью такое движение. Это отдельно мы поговорим, когда будем о самом массаже говорить. Да? Чуть подробнее мы обсудим это вместе. Самомассаж делали, потом, если у кого здоровье позволяет, если то обязательно делайте приседания. Приседания 20 раз делайте приседания, тело согреется. Тело согреется, когда тело согреется, и это масло проникает внутренне. Масло проникает внутренне, и масло проникает внутренне, и вы можете получить энергию больше, энергетический объем увеличится у вас, потому что согревающий эффект и вот это согревшее масло, которое есть, сейчас, одну секунду. Значит, согревающий эффект, который есть, вам все кровоток, который есть, обновляет. Сначала как это работает, да? Сам это согревшее масло проникает в кожу, и там есть у нас кровоток и стрим, поток крови идет, поверхностные сосуды, проникается, потом через метаболический процесс они транспортируются до клетки. И грязные, которые есть продукты, да, при метаболизме, который происходит, катаболизм и анаболизм, там идет все углеводы, жир и так далее, то есть тот законченный процесс, конечный продукт называется, все это вещи забирает обратно, выходит через моча, кал или подвыделение и так далее, а клетки будут чистые. Поэтому сама массаж важна. Пока кратко говорим. Значит, потом приседания делали, и сразу не пойдите купаться. Через 15-20 минут. Тело остынется, кровь остынется, потому что кровь бурлит, когда приседания делали. И соответствующе вы пойдете купаться через 15-20, теплой водой купаетесь, еще больше энергии увеличится у вас. Естественно, помещение должно быть теплое, не замерзните, не болейте, чтобы не простудили. Это все вам контролировать надо, если когда вы занимаетесь такое дело. Вот такой сразу вы чувствуете себя божественным. Мне как хорошо. Мне как хорошо. Сразу моментальный эффект получите, когда промывали нос, промывали глаза, и еще абхьянга делали аюрведический. Плюс вы после приседания, через перерыв, как я рассказывал, вы купаетесь. Как в лотос себя чувствуете. После этого вы можете делать, вот закапывать масло в нос, анутель или сарвиндутель, то есть более популярно, более доступно, или какие-то еще другие, может быть, и обе ноздря. Если это положите,
правильно активизируется, это солнечный канал левый, лунный канал активизируется. Таким образом, у нас очищается нос, и вы готовы выйти для пранаям. Положите глазный капель, как у зала или айтон, такой есть. Это тоже тонус глаз увеличится, и глаза будут работать лучше. С вашим возрастом или какой возраст и соответствующая профилактика или лечение пойдет. Поэтому надо глаза капать. Как профилактика, так же для лечения. Не то, что я болею, меня не помогает, это не оправдывает. После этого процедуры вы можете приступить на упражнение асана. Это как время идет с утра. Следите внимательно. Значит, вы постелите каждый день почти одно и то же место, желательно. Да? Если у вас есть частный дом, вы в дворе можете заниматься в такое время, когда солнце есть и хорошая погода есть с утра. Нет, то дома можете постелить. Потому что где вы занимаете йога, вы где занимаете здоровье свое, это как храм. Это молитва, это вы, это ваша связь, это ваша жизнь, это вы. Это ваша личность тут. Это вы один на один. Единственный может быть гуру еще. Поэтому вы занимаете там каждый день йога. Йога, который я рассказывал, да, по классификации не поговорим, асана. Легкий асан делайте в начальном этапе. Как заниматься йога, какие упражнения заниматься, тоже в прямом эфире будем заниматься. Поэтому, если вам это интересуется, поддерживайте нас, нажмите лайк, ищите эту тему, вам интересна или какие темы вы думаете, на экране напишите. И соответствующе будем планироваться вместе. Вот такой есть то место, где алтарь, типа получается у вас постелите, вот у нас есть йогический коврик, все знают, да, постелите, и там будете легкие упражнения делать, хотя бы руки, ноги макать в начальном этапе, а так вместе займемся в ближайшее будущее с вами. Таким образом. После упражнения вы придете на дыхательные упражнения, да, хотя бы 1-2 пранаям достаточно делать. После пранаям важно, потому что воздушное очищение пойдет для носа. Вот мы чем-тем с утра делали, промывали нос, закапывали масло и так далее. Для этого делали. Потом, после пранаям, вы можете делать тратак или медитация какой-то. Или какой-то один день одно, другой день другой, то ли обе вместе тоже не противоречит, можно делать, зависит от вашего времени, распорядок дня, который я говорю. Сейчас, когда мы находимся на самоизоляции, у нас есть много времени, и вполне мы можем это делать. Позволяем. Поэтому можете тратак, то, что в YouTube уже на моем лекции есть, вы можете смотреть, как тратак делать и какие позы делается, медитация тратак. И делайте тратак. Делайте тратак. Тратак делайте, потом медитируйте на другие без мантры или с мантром. Тоже мы в ближайшем будущем будем медитировать с вами. Обязательно приходите на прямой эфир и делаем. Вот медитируйте. Таким образом, вы первую часть утренней рутин, который есть, вы заканчиваете со своим этим порядком. Сейчас дальше еще расскажу, когда завтрак надо и так далее. Вот таким образом, вот полностью
медитируете, да, после медитации вы на савасане можете лежать, если вы уставшие и так далее. Нет, то просто можете готовиться к завтраку своему. Завтрак должен быть легкий, не плотный. Обычно люди плотный завтракают. Где есть ошибки? Плотный завтрак, я понимаю, в городской жизни ездит на работе, что-нибудь хорошо кушал, с утра будет работать. Это с одной стороны, и это мнение я поддерживаю, конечно, но с другой стороны, сколько аппетит есть утренний, столько и надо кушать, не надо плотно кушать, я бы так и сказал. Потому что в то время желудок не готов принимать физиологически много еды. Как для обеда, да, обычно на обед люди больше кушают. Это физиология, надо понимать свою. Поэтому легкие пищи надо принимать. Это отдельная тема, мы поговорим, что кушать, что не кушать, какие пищи бывают, сатвичные, раджасные, тамши, да, 3 вида пищи бывает. Об этом. Кушайте легкие пищи. И после этого вы готовы выйти в свое время, пользоваться по делам и так далее. Или на работе приступите свое, то ли хозяйственное, то ли рабочее время, которое есть, или зарабатывание деньги. Таким образом. Сейчас придем насчет дневное время, когда что дальше делать, и вечером как проводить. Это еще продолжается наша беседа. Какие-то, если вопросы есть, напишите. Что-то я вдруг не сказал или сократил, или что-то. И обсудим таким образом. Дорогие друзья, сейчас время такое, которое кризисное время, и наш центр Йоги Аюрведа доктор Кальяра живет в финансовом стороне не очень хорошее времени. Не очень хорошее времени. Мы все это знаем, потому что все механизм заблокирован. Да, наш центр открывается, наш йога идет онлайн, но у всех нет интернета, поэтому мало людей есть в йоге тоже. И также есть магазин, тоже определенный расход есть. И посещаемости мало есть, естественно, это естественный процесс. И я только веду прием на онлайн, офлайн приемов нету. Такое время есть, поэтому то, кто желаете поддерживать наш пожертвование, желаете, то мы приветствуем вас, благодарим, что вы у нас написано реквизиты, или прямо можете связываться, как можно это пожертвовать. И будем благодарен, что вы в такое времени смогли помочь, поддерживать наш центр, где мы занимаем исключительно, чтобы сознание людьми развивалось, чистый продукт, чистое питание, здоровое питание кушали, здоровые аюрведические средства смогли купить. И первое необходимо здоровые все антисептиком, хорошие вещи смогли приобрести, и также занятия йога. Это все на ваших руках и наших руках, естественно. Мы сколько можем, коллектив наш центр, сотрудники, их мы никого не увольняли, всех сохранили, всех рабочих мест, несмотря какие сложности есть. Это не просто так пришло, сложно все. Я думал, 15 дней придет, сначала 1 неделю была самоизоляция, потом месяц прошло, потом опять добавили, и края и конца не видно, в самом деле. Независимые мы твердо стоим на своем месте, ну,
у вас тоже такие проблемы есть, у каждого сейчас такой проблема есть, тоже понимаем, что вы финансовые проблемы у каждого есть в самом деле. Просто, если у кого-то есть возможности, любые пожертвования приветствуем, потому что это центр йоги и аюрведа, доктор Кальяра. И йога всегда по пожертвованию и пошло для, в смысле, поделиться знанием, мудрости. Всегда школа развивалась, когда пожертвовали люди, чтобы стали такие организации. Еще тем более такое плохое время, в плане финансовое плохое время, скажем, естественно, по болезни плохое время есть, но я столько не даю предназначения, в смысле, значения не даю, это плохое время, честно говоря. Просто финансово осушается, я бы так сказал. Платить зарплату ничем, или другие коммунальные расходы платить ничем. И я не скажу, в смысле, кто как поддерживает в таком плане административный вопрос, но кто сколько смог, государство может помочь, правильно, да? Все есть, но все-таки расход очень большой для держать центр наш, йогический центр, центр йоги, аюрведа, доктор Кальяра, и магазин, и клиника, все. Хорошо. Следующий этап. Мы придем к порядок дня. Значит, порядок дня, который есть, следующий этап порядок дня будет первый час утра мы закончили. Видите? Вы можете быть занятым. Вы можете быть занятым. У вас не будет и скучно. Чем-то я сказал, это минимум утром вам 3,5-4 часа уйдет. До завтра. Пока то делал, вы единственное делаете чек-лист. Сначала составите эти программы, которые я сказал, посмотрите нормально видео, все, зуб чистить, язык чистить, нос промывать, глаза промывать, самомассаж делать, упражнения делать, медитировать, ну, то есть я сказал, все напишите на бумагу или на электронном форме. Потом чек-лист, галочку поставите, что вы делали, сколько времени у вас уходит. И вы на комментарии напишите, как это прошло. Или в следующий раз буду на прямом эфире, напишите. И будем корректировать, или какие-то информация будет помочь, как это дальше будет вам. Как сократить или как увеличивать, когда, как делать. Это тоже можно. Поэтому пока самоизоляция, вы можете более-менее в полном программе заниматься этими вещами, мне кажется, и наслаждаться своей жизнью. Сам для себя время дать. У людей времени нет, на самом деле. Чем-то занят, то ли пойдет к друзьям, пойдет в гости, или что-то, то ли телевизор смотрим. Как-то время проходит. Зато себя дайте время больше. Теперь следующий этап, вот после 9, допустим, вы начали работать, до 12 или до час вы работаете то, что надо. То, что надо. В плане кто-то рабочее место работает, кто-то хозяйством занимается, кто-то сельской хозяйственной деятельностью могут заниматься. У кого как есть. Или детьми заниматься, у кого семья есть. Обед 12 до 2 должно быть. Обед 12 до 2 должно быть. И почему должно быть? Именно 12 до 2. Об этом надо думать. Потому что 12 до 2 питта-доша работает. А вот завтра кафа-доша работал. Это примерно после 7 до 9. Ну, приблизительно время говорю. Вы завтракаете. А 12 до 2 это большая концентрация, да? Речь идет большая концентрация. Примерно. То вот питта-доша
больше переобладает. Речь идет больше переобладания. Конечно, это телецикл будет чище. Это отдельно мы поговорим. Это интересная тема, как часы внутренне работает у нас. Значит, вот 12 дубок, все ферментативные системы, внутреннее солнце бывает в превосходном состоянии. Голод сильным бывает человеку. А должно быть сильно в то время, чем 5 часов, 6 часов вечера. Почему говорю так? Поэтому, если вы 12 или час обедаете, это самое лучшее, чем 2 часа есть. Тоже расскажу, почему. Кушайте 12 до час. Если нет, то 12 до 2. В этом интервал. В этом интервал кушайте. Кушайте, конечно, благостной пищи. Об этом поговорим на следующей лекции, в прямом эфире. Поэтому подписывайте наш канал, поделитесь с друзьями, нажмите звонок, чтобы вам была такой полезная информация. И если вы считаете необходимо, только тогда, конечно, поддерживайте так. Значит, 12 дубок. Также, если днем вы смотрите, солнце находится на голове нас. Прямо. Солнце находится на голове. Макрокосмос и также внутренний микрокосмос. Вы полностью в силе еще внутренний метаболический процесс требует энергии, питания и больше питания, больше расхода энергии. Да? Поэтому надо питаться нормально. Питаться нормально. И если вы 12 час поели, то у вас есть время к полдня более нормальное, поэтому 12 час лучше. И полдник потом будет более комфортное время. Дойдем до полдника. Вот такой порядок к питанию оптимальный, потому что мы сегодня только смотрим с утра, какие процедуры делать, какие упражнения, когда упражнения, когда медитация и так далее. Да? Когда завтрак, когда обед, когда ужин, потом когда медитация и так далее. Поэтому сегодня об этом обсудим. В следующий раз еще будем обсуждать более детально то, что осталось. Постепенно дойдем, и у вас целая картина появится о порядок дня. Это не однодневная информация, естественно. Все очень детально надо обсуждать. Значит, вы когда обедаетесь и пьете вода, как надо обедать? 1/3 пустой желудок, 1/3 жидкость и 1/3 солидной пищи надо кушать. Тогда не наедайтесь сильно. И наедаться не надо. И вода тоже пили. Поэтому вы моложе будете выглядеть. Когда вы пьете вода это подтягивающий эффект дается на коже. Один из секретов молодости – надо пить вода. Вода – это жизнь, вода – это мама, вода – это очищает, вода снимает грехи, вода токсин выводит, вода все обезвоживания убирает, вода клетки наполняются и подтянутые эффект дает. Полностью. Клетки полностью подтянутые будет, кожа подтянутая будет, щечки подтянутые будет. Все. А вода уходит, морщинки появятся. Естественно, коллаген, который есть, да, отвечает за морщинки. Это отдельно мы поговорим, как сохранять свою молодость и какие гормоны влияют. Как это все на порядок дня на самом деле получается. Вот вас вода обязательно пьете 2 до 3 литров в день. И некоторые говорят, во время еды нельзя вода пить. Некоторые говорят, можно пить. Это тоже очень сложная моральная проблема для большинства. Какой надо верить, какой надо не верить. Я лично мой опыт могу поделиться. Как железо. Я много лет несознательно и сознательном уровне говорю.
Несознательно то, что автоматически получается, говоря, да? Любой сознательный процесс или любой вещь, когда если сначала ты сознаешь, и какой теории есть или какой практика есть, эта практика, теория, когда на практике ты применяешь немедленно, сразу, и это остается привычкой. Поэтому говорю, потом это сознательная вещь, как будто несознательно, все происходит очень автоматически, да, в автоматизме. И мой опыт показывали, я пью вода 3 литра в день, минимум. Конечно, я не сейчас не измеряю, никогда не измерял. Постоянно у меня на столе, или где я живу, или работаю, находится стакан большой, и пью постоянно вода. Это дренажная система чистит. Никакой застой тела не даст. Молодость сохраняет. Поэтому, да, у кого есть проблема с отеком, тому отдельно будем обсудить. Это не значит мало, совсем мало пить, если отек есть. Так тоже нельзя, без выживания будет. Лечиться надо правильно. Это другой вопрос. Поэтому вода пьете, вовремя, да, без воды вы никто. Никак. Потому что если только солидные пищи кушаете, там вода вообще нету. А как этот фермент будет работать? Ведь фермент, который ренин, пепсин, соленая кислота, они в очень маленьком количестве выходит. А как будут переваривать? Им очень сложно раствориться. А в воде вот растворился, и пищеварение, ну все будет у вас. Легко переваривается. И усваивать будет хорошо. Высасывание будет хорошо в желудке. Тогда дальше пойдет в печень. А от печени начинается кроветворительная система. И там 500 функций в печени происходит. Вот таким образом вы кушаете обед более-менее плотно. Почему более-менее говорю, что не то, что так кушали, что заснуть хочется и работать не можете. Это тоже важно, да, поэтому 1/3 солидная еда, 1/3 вода, 1/3 пустой желудок. То вы в балансе себя держите. Сейчас прямо завтрашний день корректируйте свой порядок дня, утренней возможностью, а вечерний порядок дня именно сегодня начинайте. Как говорится, для хорошее дело не надо ждать. Не надо ждать. Не надо ждать. Сразу надо делать. Теперь речь идет, полдник вас уже 4 до 6 вечера, полдник можете делать, если кому-то нужно, что-то перекусить и так далее. Между полдник и обед у вас 2-3 часа есть. По физиологии еду переваривается 2-3 часа всего в желудке находится. Максимум 3 часа. Поэтому 2-3 часа. Это физиология. Дальше желудок освобождается. Поэтому если вы час дня кусали, то уже 4 часа или 5 часов, ну, примерно 4 или 5 часов легенькие пищи, очень-очень легенькие, то ли одно яблоко, то ли что-нибудь, у кого какой есть, пока так поговорим, можно делать. Потом вы можете приступить на вечерное время. Это, как правило, после 7 или 7:30, скажем, да, стараться меньше кушать. Опять смотря у кого какой есть расход энергии по калории, да, какой вид труда выполняет. От этого зависит от питания, естественно. Об этом тоже отдельно поговорим в следующий раз. И вам, если это надо, тема, кому какой вид деятельности соответствующий, как это кушать надо, скажем, да. Каждому человеку не нужно одинаковое питание, объем питания, калории и так далее. И кто вы
какой вид деятельности занимаете, на прямом эфире тоже обсудим. Пока мы общее говорим, да? Значит, вечером до 7, если вы 4 до 5, полдник какие-то кусали, я смотрю, у кого какой привычки есть. А после полдник можно пешком ходить на дорогу, или можно заниматься упражнения, да, медитировать можно и так далее. На свечи можно посмотреть. После 5 до 7, вы вполне можете эти 2 часа воспользоваться, чтобы заниматься. Если нет, у вас при самоизоляции вполне можете воспользоваться, или только то вы дома сидите, эта практика можете делать 5 до 7. Нет, то вы можете двигаться после 8 вечера, да, значит, тоже можно, сейчас расскажу, как корректировать свой график. Значит, вы после 7 до 7:30, до 8 максимум ужинайте легенький салат, фрукты, молоко, если принимаете, то молоко, если тоже для сон нормально бывает, со сафраном, с куркумой немножко, топленое масло, это дает, нервная система укрепляет, да, помогает нормализовать сон. Такой тоже есть. Поэтому с 7 до 8 максимум, или до 7, до 7:30 закончите, еще лучше. А после 8 вы можете медитировать на свечи, на мантра, читать книги и так далее. В таком плане вы до 10 это все можете завершить, и после 10 можете ложиться спать. После 10 можете ложиться спать, или 9:30 ложитесь спать, тоже лучше времени. И можете проснуться 6-7 часов. У вас достаточно энергии будет, если вы выполняете правильно рутину и не тратите лишней энергии. У вас будет достаточно энергии, чтобы рано проснуться. Вы делаете, естественно, какие тонизирующие средства пить. Об этом тоже расскажу, да, как ашваганда есть и так далее. Утром надо принимать. И смотрите, вам 6-7 часов, 7 часов максимум сна вам. И даже для первое время, даже 8 часов, даже не нужно, хотя бы в норме средний поставлен 8 часов, да, я думаю. Вы 6 часов даже спите, вы себя будете чувствовать прекрасно. Если вы 10 ложитесь, 4 проснутесь. 5 проснутесь. До того. Поэтому это все реальный график. Да, это все индивидуально. Я понимаю, это не так все просто. Зато, когда вы начинаете себя исправлять постепенно, и все трудности, которые жизненные, его предусматриваете, как ликвидировать все трудности и пользоваться это часы, как несчастливые часы на счастливые. Делать, как порядок дня держать. Потому что ночью, почему нужно спать? Очень важная вещь, внимательно слушайте. Почему ночью именно надо спать? С 10 до 4 утра, или 3 утра, или 5 утра, кому как подастся это. Значит, потом, потому что это очень важно. Простите, одну секунду. Значит, один из важных моментов, почему именно ночью, да, после 10 спать. От 10 до 12 такой период, это типа начало сна, да, скажем, начало сна, 2 часа. Когда вы углубляете, просто начинаете постепенно заходит сон. От 12 до 2 часа ночи, 12 до 2 часа ночи, глубокие энергии получаете из Земля. Земля это магнит,
Земля – это мама, Земля – это нас лечит, Земля – это обновляет, Земля – это, сами знаете, один из истин мировых, который я сказал только что начало лекции, да? То это Земля нам даст огромное лечение. Поэтому вовремя ложитесь и спите, и вырабатывается бодрость гормона, который вам утром поможет. Гормон бодрости. Когда вы полноценно спите, даже такие краткое время, 6-7 часов спите, зато у вас будет энергии много. И гармоничные энергии будут. Гармоничные энергии будут. Поэтому в обязательном порядке рано ложитесь, рано проснитесь, и вы будете счастливы. Счастливы. И самочувствие будет лучше, настроение будет хорошее. У вас потому что вырабатывает после сна, да, утром у вас все энергии наполнены бодростью. А бодрость гормон, гормон счастья – это эндорфин, серотонин, да? Все эти гормоны наполнены будут. Вы счастливый человек будете просто воспользованный каждый час, каждый минут порядок дня. Как костяк. Утром так делать, вечером так делать, днем так делать. Вот. Поэтому есть формула 8-8-8, да, это все три восьмерки, это 24 часа. Здесь вот 8 часов для сна, допустим, да, говорим пока 8 часов для поддержки семьи, 8 часов работать и так далее, и так далее. Вот примерно такой, это тоже потом обсудим. Долго обсудить надо. На самом деле, вот той схема, которую я сказал, 24 часа. И ночью печень по-другому работает, сердце отдыхает, в плане менее нагрузка получает, да, чем днем. И другие органы слезенка, кроветворительная система хорошо кровь делает. То есть все это вещи, ночью надо спать, днем надо работать, быть счастливым, порядок дня надо соблюдать, чек-лист соблюдать. Чек-лист обязательно надо делать. Если мы чек-лист не делаем, ничего не будет. Потому что сегодня делаем, что пропустили, мы не знаем. Как дальше двигаться, не знаем. Поэтому все эти вещи обязательно напишите. И колонка делайте, галочку, что делали, какое время, сколько примерно время ушли вам, сколько минут ушли. Это напишите. И самоотчет делайте. Каждый день, каждый день, каждый день. Успех приходит только тогда, когда есть дисциплина. А сама дисциплина в йоге очень важна. Смотрите, вам не скучно будет, время просто будет лететь. А вы просто себя будете счастливым, себя чувствовать такой энергетичный, в хорошем настроении, блаженно себя чувствуете. Поэтому в обязательном порядке это соблюдайте, делайте, напишите меня на электронном виде, вот есть экран, эти комментарии всегда можете писать, и какие темы вам интересны, об этом напишите, пожалуйста. И таким образом вы можете порядок дня держаться. Какие-то вопросы есть, задавайте, я готов отвечать. Значит, у нас, еще раз говорю вам, вот наш центр сейчас тоже работает, у нас есть интернет-магазин, где вы можете получить 10% скидка и безопасная доставка на дому. Стараемся в течение часа-два вы получили доставку, максимальные усилия принимаем для вас, поэтому можете заказывать все товар по первой необходимости или другие, то есть у нас товар. И таким образом тоже можете поддерживать наш, это все вам пригодится, все эти товары, полезные питание, полезные шампунь, полезные мыло, и хорошее качество, высокого качества, производитель Индию, это сам знак качества Индия, лучше, чем Китай производит качественный товар. И
также я онлайн-консультация веду, и прямой эфир веду, и индивидуальное занятие веду ученикам. Веду. Поэтому все услуги наши работают для вас. Вы любое время можете пользоваться, напишите в нашем WhatsApp или телефоне, можете звонить. И я всегда буду рад, поддерживайте нас. И есть у меня есть 4 группа ДК-групп, которые есть, это ДК-группа, это доктор Кальяр группа, да. Есть 4 организации. Один организация в Ростов-на-Дону находится, город Ростов-на-Дону, на Братской улице 35, где есть индийский магазин, центр доктор Кальяры, магазин также называется, также йога-центр есть, и также у нас есть клиника или консультация по аюрведе, скажем. А в Индии, у нас в Непале есть 2 клиника, тоже закрыты. Сейчас же везде идет локдаун, карантин, самоизоляция, и есть там еще благотворительные фонды. Значит, 4 организации я поддерживаю, и надеюсь, у кого есть возможность, если есть возможность, обязательно любое пожертвование приветствую, принимаем от вас. И я буду благодарен при такое время, что мы получили поддержку вашу. Это очень важно. Таким образом, что вы развивались и остались при вас, при вашем услуге. Мы все сотрудники, наша команда, все, много кто знает нашу команду. И мы готов вам всегда служить, я бы сказал. Вот Ирина пишет, доктор Асанева пояснит, как делать, да, массаж. Еще раз расскажу. Вот большой палец берете, это канал эфира. Откройте рот. Ну, естественно, когда зуб чистили, язык чистили, тогда вот эта поверхность неба есть. Его слегка просто прикосновение делайте. Очень чувствительная часть. 2 до 4 раз делайте. И достаточно будет. И с водой полоскайте рот после этого обязательно. Я сейчас руки положил, но я не трогал небо, потому что, естественно, руки не помыты. На самом деле делать, когда будете, прикоснуйтесь. Я попытался максимально сейчас показывать на онлайн. Каждая практика четко можно посмотреть и делать. Я практикующий йог, и все эти вещи я делаю, и вы делаете, и вы напишите, как вы себя чувствуете. Это мне будет на пользу. Почему? Потому что если наша беседа с вами, это сатсанг называется. Сатья – это истина. Санг значит кружок. Или гуру говорит о истинных вещах, ученики слушают и делают. И в своей жизни благостно делают. Поэтому, если вы это все делаете, и мне напишите, я буду получить обратную связь с вами. Я буду считать себя благостным. То есть, что сегодня, который мы 1,5 часа с вами, это кому-то принесли пользу. Кому-то принесли пользу. А если каждый из вас, который сейчас со мной в экране или потом будете смотреть, всем, если принесли пользу, 99% это еще лучше будет. Это лучше будет.
хорошее дело надо начинать прямо сейчас или, ну, в смысле, подходящее время сразу, да, скажем по-другому. Не надо ждать. Поэтому обязательно завтра утром все практика делайте. Вечером, как научил, траток делайте. Утром траток можно делать, который есть YouTube, у нас можете посмотреть ролик. Ваня носит ролик, посмотрите. А Чеванпрас скоро будет ролик, тут будете посмотреть в YouTube. Про Ашванда есть ролик, кто посмотреть можете, какой пользу приносит. И еще раз мы увидимся завтра с новой темой. Ждите нас программа и 5 часов вечером, если никакой технический вопрос не мешать будут мне, то обязательно спасибо, Ирина, что вы приняли, написали. Спасибо вам тоже, что вы все время есть. И в обязательном порядке мы завтра придем, если никакой форс-мажор не будет. Мы займемся завтра опять что-нибудь полезное, поэтому ждите нас новости. Спасибо, благодарю всем, благодарю, до следующего раза. Спасибо, Светлана Александровна. Спасибо. На связи. Завтра приходите 5 часов в линии. Я буду также и обсудим еще интересные другой темы. Будет интересно. Будем заниматься максимально с вами. Всем это дает мне тоже очень большой энергии, потому что мы все друг друга связаны. Поэтому благодарю всем еще раз и до завтра.